Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня немножко необычно начну свое видео с разглагольствования. Шутка, конечно. Весна. Весна — это особое время года, это особая пора, время пробуждения, время преображения, время, когда хочется что-то поменять. И вы видите в последнее время, как меняется мое цветовосприятие в одежде. Мне это очень нравится, и я не хочу на этом останавливаться. Мне хочется что-то поменять и в себе. Когда мы так говорим, как правило, с чем это связано? Да, с нашими волосами. У меня от природы кудрявые волосы. Они не просто кудрявые, они еще у меня очень пышные. Я родилась с колечками на голове. Мне вообще, в принципе, я очень люблю свои волосы, они мне нравятся. Я вообще родилась вот такая вот светлая. У меня были волосы где-то, наверное, класса до 6, светлый соломенный оттенок. А потом они мне начали темнеть. Это по природе, по генетической природе, да, вот так бывает. Волосы мне достались по папиной линии. Да, и поэтому я их мелирую, чтобы у меня был светлый оттенок. Светлый оттенок мне идет больше, потому что я пробовала, когда ходила в положение, свой цвет, и это не мое. Темный, ну, темнеют волосы, да. У меня нет практически седых волос, но волосы у меня темнеют, поэтому я их осветляю. И вот уже 2 года я хожу с длинными волосами. Когда начинала вести канал, у меня была стрижка. Мне надоедает одно и то же. Вообще, в принципе, я люблю длинные волосы, я люблю делать какие-то прически, если нужно. Но сейчас мне и длинные волосы мои надоели. Сейчас я заколку распущу. Я их укладываю при помощи специального средства. Вот когда весна, зимой как бы я под шапку не вижу смысла этого делать. А весной, когда уже шапки снимаем, я их очень часто укладываю при помощи специального средства. И у меня такой эффект мокрой химии. Ну, в общем, надоели мне длинные волосы. И я хочу что-то изменить. Куда меня заведут мои эксперименты? Не знаю, нет, конечно, это не будет какая-то короткая стрижка, нет. Но что-то будет. А что? Вы это обязательно увидите. Ну что, давайте посмотрим, куда же завели меня мои эксперименты. А вы знаете, что экспериментировать я люблю, причем во всем. И я готова вам показаться в своем новом образе. Вот такая я слегка обновленная, преображенная. Получилось именно так, как мне хотелось. Кудряшки мои, конечно же, при мне и остались, но укрощать их в таком виде гораздо проще, нежели чем когда волосы длинные. Я показала своему парикмахеру фотографию, чтобы мне хотелось, и она сделала все именно по моему желанию. Мне очень нравится моя новая прическа, надеюсь, вам тоже. Давайте я вам расскажу о том, как прошла моя неделя. Я говорила в предыдущем видео о том, что идет горячая пора сейчас. И эта горячая пора не только у меня, но и у моего ребенка, соответственно. Когда своей работы выше крыши еще ребенок добавляет. А я такая мама, которая должна быть в курсе всех дел, но стараюсь быть в курсе всех дел. Конечно же, я своему ребенку помогаю. В силу ее возраста есть такие задания, которые она просто в силу своего возраста еще пока сделать самостоятельно не может. Соответственно, я подключаюсь. И вот в связи со всем этим, конечно, времени на свое любимое хобби остается меньше. Но одно из своих обещаний я выполнила. Я
говорила о том, что постараюсь одно из своих изделий перевести в ранг готовых. У меня готов кардиган в поперечной технике. Все-таки это кардиган получился. Он еще сейчас у меня во влажном состоянии, но я вам его покажу. Вчера я ездила за пуговицами, и, к моему удивлению, среди такого большого ассортимента мне было очень сложно найти то, что мне нужно было. Но, тем не менее, я вам покажу, какие я пуговицы подобрала. Пока будет то, что я нашла. У меня сейчас в работе несколько проектов. Я, в принципе, наверное, именно ведение канала меня сподвигло к тому, что я стала не однопроцессницей, а имею несколько процессов. Конечно, я их много не развожу, 2-3. В принципе, чаще всего у меня бывает в работе. Но если я чувствую, что изделие уже подходит к стадии завершения, я стараюсь все остальные не трогать, да, минимально продвигать, а вот уже тот процесс, который на стадии завершения, его максимально двигать. Так я сделала и на этой неделе. Плед пока не показываю, в силу причин того, что провязано мало. Провяжу больше, уже покажу. И давайте о моем кардигане. Напомню, что кардиган я вязала из пряжи, которая уже была в работе, то есть это изделие, которое претерпело изменения. Да, вот было связано одно изделие, я распустила и связала другое. Пряжа, напоминаю, это пряжа от Yarnart Symphony. В 50 граммах 125 метров, в составе 20% вискоза и 80% хлопок. Пряжа в виде шнурочка. Это шнурок, плоский шнурок, который имеет переход от хлопка к вискозе. При переходе хлопка с вискозой, да, есть утолщение. И я говорила уже об этом неоднократно. Вот лично я из этой пряжи лицевой гладью изделий не хотела никогда. Мне не нравится. Потому что когда мы вяжем лицевой гладью, получается полотно неоднородное. Ну вот кто любит, забыла слово. Когда пряжа идет, да, от тонкой к толстой, получается такая фактура. Изделие получается такое рябое, как будто бы. Мне не нравится такой вид у изделий. Поэтому вот я вам говорила о том, что это второй цвет. Он ярко-голубого цвета. И я выбрала очень красивый ажурный узор и связала себе джемпер. Я очень люблю этот джемпер. Он очень красивый. Очень красивый. Здесь красивый узор. И эта пряжа ложится в ажуре. Здесь не видно никаких утолщений, что толще, тоньше пряжа. Нет, вискоза дает блестинку, она поблескивает. Смотрится замечательно. Поэтому я решила, что изделие я буду вязать именно ажуром. Мне захотелось пойти дальше, и я решила взять и связать в поперечной технике. Посмотрите, как расправился узор. Я вам еще когда показывала в прошлый раз, он был такой собранный. И вот посмотрите, как выглядит. И если вы заметили, да, то изделие очень хорошо разгладилось. Вот лично по моим наблюдениям, а в поперечной технике я связала уже немало изделий. У меня много изделий в поперечной технике, и опыт работы именно в этой технике у меня не маленький, связанные в разных техниках изделия. И что я заметила для себя?
пряжа, в которой есть шелк, вискоза. При вязании именно, вот когда я вяжу в поперечной технике, я уже знаю, что эти изделия, они будут все равно, несмотря на то, что я их вяжу поперек, все равно они лягут по моей фигуре. Мне это очень нравится. И узор мне этот очень нравится тоже. На следующей неделе постараюсь выпустить видео, но фотографии, скорее всего, буду делать все-таки в помещении. Никак погода не хочет налаживаться, никак. Мне нужен был... Я люблю кардиганы весной, летом я тоже надеваю кардиганы, мне это очень нравится. Накинула и пошла, потому что бывает такая погода, когда с коротким рукавом прохладно, что-то надевать более теплое, жарко, а вот такие изделия, которые имеют все-таки вентиляцию, да, они очень мне подходят. И у меня в гардеробе есть изделия. Вообще я люблю даже такие вот без пуговиц, чтобы накинул. И у меня есть кардиган латте, который с ажурной вот этой планкой. Такая широкая ажурная планка идет вдоль всего. И здесь не нужны никакие застежки. И передом вам тоже покажу. Конечно, пуговицы у меня здесь еще нет. Придется вот так держать. А держать это значит деформировать. Что еще хочу показать? Вот здесь я бы лично сделала, перед тем, как вязать вот эту планку, я бы сделала ложную кетлевку. Но так как пряжа очень толстая, и здесь будет такой рулик, он будет очень выдаваться, я эту идею убрала и просто связала вокруг горловины. Так, давайте сейчас попробуем без вешалки. Так. Ну, максимально представить, да, пока еще, конечно, горловинка. Так. Ну, цвет очень красивый, согласитесь, очень красивый цвет. И кардиган тоже получится красивый. Мне нравится, что получается. Значит, здесь такой узор, знаете, очень интересный узор. И вот когда я делала, да, вот здесь прибавки на скос плеча, я не делала вверх ажур. Почему? Потому что если бы я сделала, у меня бы получилась деформация полотна. Потому что был распуск по спинке, когда я вывязывала горловину. Когда я вывязывала горловину и стала переходить уже потом вот на, получается, мы начинаем слева, да, на правую стала переходить. Так смотрю, у меня что-то, количество петель другое. Потом поняла. В общем, здесь, если добавлять ажурный узор и дальше вот его продолжать вязать, то надо максимально понимать по узору, сколько петель мы провязываем вместе, сколько накидов делаем. Это очень важно. Вот потом, когда я уже это поняла, что этот момент нужно учесть, здесь я уже в конце даже не добавляла, просто вязала лицевыми петлями, чтобы никакой деформации полотна не было. Поэтому и здесь, когда я вот вязала, нужно же было прибавить на скос плеча. И когда я вязала просто лицевые петли. Соответственно, вот здесь у меня рукав. Рукав у меня тоже в поперечной технике связанный. И в конце у меня тоже есть прибавки для того, чтобы рукав сидел правильно. Тоже лицевые петли. Мне, в принципе, вполне устраивает и такой вариант. Поэтому
Ну, интересное получилось изделие, интересная получилась кофточка. Нет, кардиган. Хотя кто-то так и говорит, кофточка. А рукав хотела пошире. Не знаю, как он, конечно, будет выглядеть. Ну, он свободный. Он, видите, вот он свободный. Не в облипку, он свободный. Давайте сейчас повернемся к столу, и я вам покажу пуговицы, которые я выбрала для этого кардигана. Я разложила на столе, пока еще все равно влажно. Я поехала за пуговицами вот такого, мне хотелось желтого цвета пуговицы. И я же вам показывала, что выбор у нас очень большой, есть из чего выбрать. Но вот такого цвета были только очень маленькие пуговицы, как на рубашке или сзади, например, на застежку делаются на блузочках каких-то. А среднего размера пуговиц не было. И я тогда стала выбирать среди пуговиц золотого цвета. Смотрите, у этой пуговицы две стороны. С одной стороны у нее вот такой узор рифленый, а с другой стороны она вот такая. И на простыне она была пришита именно вот так. Видите, неровной формы. Давайте положим. И вы знаете, вот эта сторона мне почему-то даже больше понравилась. Давайте посмотрим. Вот такой вариант. И вот так. Какой вам больше нравится? Где пуговица рифленая или где пуговица вот такая? Интересно. Пуговки интересные. И мне кажется, они очень хорошо сюда вписываются. Ну, пока больше я ничего другого не нашла. И, скорее всего, вот здесь у меня, вот здесь пуговица, а вот здесь я не делала прорезь. Я просто кнопкой здесь прихвачу, потому что пуговицы большие, вот так вот две пуговицы сюда. Но это совсем, ну, это мне не нравится, как это будет смотреться. Вот здесь будет отсюда, так вот. И внизу, на последнюю, у меня в самом низу есть прорамка, и я ее, скорее всего, буду убирать. Ну, потому что ни к чему, чтобы все там застигалось. Вы знаете, что у кардигана всегда снизу мы оставляем полотно. Так что вот такие пуговицы взяла. А у меня 6 должно их быть. Ага, вот 6 в пакетике. Больше ничего не нашла. Совершенно. У меня тоже только маленькие пуговицы, желтенькие. Но здесь вот именно для такой вот пуговки, видите, хорошо проходит. Ну, потому что на кардиганы мелкие пуговицы, мне кажется, они не смотрятся. То есть нужны среднего размера. Давайте я вам покажу поближе, как смотрится. Посмотрите. Очень, очень красиво. И в ажуре, посмотрите, вот, да, в ажуре вискоза, она дает просто красивый блеск полотну. После ВТО оно стало, знаете, когда постираешь, вот когда вяжешь, оно более такое плотное полотно. А когда постираешь, оно становится пластичным. Я люблю такие вот пластичные, чтобы они имели струящность в полотне. Мне нравится. Я не люблю плотные вещи. Ну, для зимы, да. А для теплого сезона, для летней погоды мне нравится, чтобы было более такое обтекаемое,
чтобы было струящное полотно. Вот внизу я пока на данный момент вообще ничего не делала. И думаю, что, наверное, скорее всего, я так и оставлю. Потому что везде и на рукавах я добавила платочную вязку, небольшой манжет, потому что когда пришла пора к планке, что сюда бы подошло? Нужно было что-то такое ненавязчивое, и я решила использовать платочную вязку, небольшую такую манжету. И на рукава тоже сделала. А вот вниз не хочу. Может быть, даже не буду ничего делать. Так смотрится хорошо. Так что эта кофточка у меня готова. И я постараюсь к середине следующей недели выпустить видео на это изделие. Вяжется легко. Но как сказать? Вот сразу же, да? То есть это не для новичков, я так сразу скажу. То есть нет, не для новичков. Все-таки это должен быть какой-то опыт в работе с вязанием. То есть вы должны разбираться в схеме. Но нюансы все я вам, конечно же, обязательно и покажу, и расскажу, что я снимала по этому изделию. Вот. Ну, я бы сказала, что это средний так уровень сложности. Средний. Это может быть, как вот в журнале, например, там 3 звездочки. Я бы так обозначила. Но это я на себя опираюсь, конечно же. Следующее мое изделие — это рубашка. Рубашка крючком. Я отпарила, посмотрела. Все меня устраивает. И я начала вывязывать пройму. Только еще начала. Ну, потому что я говорю, что у меня времени было немного. И большую часть я посвящала тому проекту. Все, я буду вывязывать пройму. Я приложила. То есть она у меня будет хорошей длины. Посмотрите. Очень легкая, пластичная. И очень мне нравится, что получается. В общем, рубашка будет очень хорошая. Вот хочу вывязать сразу же. Сейчас вот пока этим займусь и вывяжу спинку. А потом уже буду снимать по передней детали. Потому что, в принципе, спинка и передняя деталь вяжутся одинаково. И по спинке нюансов меньше. Там только как вывязываем мы горловину. А все остальное, в принципе, очень похоже. Передняя деталь, она... Да, вот как мы вывязывать будем здесь, да, чтобы это была рубашка. То есть это тоже все будет обязательно. Сейчас вот этим проектом буду заниматься. Третий проект, я его оставляю пока за кадром, не показываю вам. Покажу, когда уже буду сама понимать, что у меня получается. Потому что все-таки там пряжа капризная у меня. Я начинала 3 раза. 3 раза я начинала вязать это изделие. Начинаю, что-то мне не нравится, распускаю. Опять начинаю, ну что-то как бы, да, переделываю немножко. Опять начинаю, вяжу, провязываю какой-то момент, распускаю. Ну вот, с 3-го раза получилось так, как мне нужно. Я увидела. Теперь мне нужно посмотреть именно после ВТО на это полотно. Шелковое полотно. Но думаю, что все, как я предполагаю, как я задумала, должно все получиться очень даже хорошо. Не так много мне удалось показать вам за эту неделю моих вязальных продвижений, но так в жизни случается, когда что-то другое требует от нас в данный момент большего внимания, чем что-то остальное. Но я стараюсь своему любимому хобби уделять хоть сколько-то времени в день. Даже если я провязала 3 рядочка, я уже счастлива, потому что я прикоснулась к пряже, я поработала с инструментом.
Для меня это такая, знаете, отдушина и возможность снять напряжение дня. Мне очень нравится вдохновлять и мотивировать вас, и когда вы мне пишете об этом в своих комментариях, они в свою очередь мотивируют и окрыляют меня, за что вам огромное спасибо. На следующей неделе у меня ожидается что-то интересненькое. Внесла интригу. Об этом я вам, конечно же, обязательно расскажу и покажу. Но буду стараться, конечно же, продвигать свои остальные процессы. Может быть, к концу следующей недели я вам еще покажу готовые изделия. Это было бы просто замечательно. Ну, как будет получаться. Не ставлю себе таких целей, как получается. И всем вам я желаю прекрасного настроения, несмотря ни на какую погоду. Вот у нас, например, очень пасмурно. Идут дожди и холодно, а я смеюсь. Я слышала, что синоптики прогнозировали в конце апреля жару. Я смеюсь. Где же обещанная жара в конце апреля? А нас, оказывается, поджидал холод и снег в конце апреля. Но ничего, у природы нет плохой погоды, и на нас это никак не влияет. Мы себе поднимаем настроение яркими цветами, да, вот в вязании яркие цвета, они же тоже очень поднимают настроение своим окружением. И пусть в вашем вязании будут только красивые цвета, а в вашем окружении будут только прекрасные светлые люди. Желаю вам всего самого замечательного. Мы с вами совсем скоро увидимся. Вот по этой кофточке видео. Прощаюсь с вами сегодня. До новых встреч. Пока-пока.